Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Соня, кого ты принесла в этот раз? Я же твоя мама и по глазам вижу. Соня отошла, и мама увидела щенка. Он был такой крошечный, черный, кучерявый и слегка пищал. И откуда ты его вытащила? Мама, в мешке был, у обочины. Мама, почему люди такие злые? Как они могут так обращаться с животными? У мамы не было ответов на эти вопросы. Их небольшая деревня была недалеко от города, и почему-то многие городские решили избавиться от своих животных здесь. Даша уже не могла сосчитать, сколько дочка приносила животных. Они их лечили, выхаживали и находили новый дом. И вот опять щенок. «Борис, иди посмотри, кого в этот раз принесла дочка. В этот раз твоя очередь давать кличку». Была в их семье традиция всем спасенным и найденышам давать имена по очереди. Я думаю, он счастливчик или Лаки. Пап, какой счастливчик, если его выбросили? Но ты ведь его нашла, и он приобрел дом. Родители переглянулись, а Соня не понимала их взглядов. Дочка, ты уже выросла и можешь ухаживать за своим питомцем. Поэтому, если хочешь, то оставляй счастливчика. Соня была счастлива. Она обнимала родителей и прижимала маленький черный комочек. Через год Соня закончила школу и поступила в институт в городе. Родители думали, что она станет ветеринаром, но Соня пошла учиться на журналиста. Помогать можно не только когда лечишь, но и когда рассказываешь, как-то сказала она родителям. Помните, как я находила дома всем подопечным? Я расклеивала объявления по всей деревне. Я рассказала о проблеме, и тогда смогла ее решить. Родители гордились своей девочкой. Она переехала в город в небольшую квартиру, доставшуюся от бабушки. Поэтому Соня спокойно могла забрать с собой и счастливчика. Когда она училась на 2-м курсе, умер отец, а к окончанию института не стало и мамы. Так она осталась только со своим псом. «Счастливчик, как хорошо, что ты есть у меня. Хоть ты и отгоняешь от меня претендентов на мою руку и сердце». Соня рассмеялась и потрепала пса. У Счастливчика был свой нюх на людей, и всех, кого он от нее отвадил, были не очень хорошими людьми. Это Соня узнавала позже. За окном была весна, и все вокруг просыпалось. Впереди были выходные, и она хотела провести их просто отдыхая. Уборка может подождать. Тем более, единственное, что еще она не сделала, это было мытье окон. Но это может сделать и в следующие выходные. А сейчас, чтобы уйти от грустных мыслей, ей требовались прогулки со своим другом. Мысли были о родительском доме. Она очень не хотела его продавать, но и не успевала поддерживать порядок там. «Ну что, идем гулять?» Пес весело завилял хвостом. Он только и ждал этих слов. Счастливчик вырос довольно крупным псом, и без поводка Соня гуляла с ним только у себя во дворе. Там его знали все, и сейчас никто не возмущался, что он без поводка и намордника. Все после того, как он отогнал от соседского мальчика стаю дворовых собак. Теперь он даже любимец двора. Поэтому пес выходил из подъезда быстрее хозяйки и осматривал все. Выйдя за ним, Соня увидела, что пес побежал к мусорке. «Но только не это», — вслух сказала Соня и пошла за ним. «Счастливчик, ну что ты там ищешь?» Соня не заметила, что за мусорным баком копошился бомж. Она его увидела уже несколько дней назад. По одежде было нельзя понять, сколько ему лет. Он вел себя тихо, мусорные пакеты складывал обратно в контейнеры, и поэтому никто его не трогал и не прогонял. Тем более он просто приходил в поисках еды, а потом уходил куда-то. «Вот так меня еще никто не называл», — хмыкнул бомж. «Простите», — Соня покраснела. «Я это псу сказала», и она указала на собаку. Пес стоял рядом с бомжом и весело вилял хвостом. «А я уж подумала о вас плохо. Обычно такие, как вы,
не издеваются над такими, как я. Это какая я? По вам видно, что хорошая. У вас глаза добрые. Соня улыбнулась и, еще раз подозвав собаку, попрощалась с мужчиной и пошла в сторону парка. Там она пристегнула пса на поводок и отчитывала. «Ну вот и зачем ты туда побежал? Ты обычно ж не бегаешь к бомжам, да и не виляешь им хвостом. Куда-то пропал твой нюх на людей». Когда они возвращались домой, бомжа уже не было. Соне было так неудобно за сегодняшний разговор, что она решила вечером испечь пирог и отнести его завтра мужчине. «Как люди оказываются на улице», — думала она. Она слышала много историй о том, как родственники выгоняют или человек оступился. Она не понимала, как могут поступать так с людьми. В детстве она и подумать не могла, что человек может поступить так не только с животными. На следующий день она выглянула в окно и увидела мужчину у мусорных баков. «Пошли прогуляемся и загладим вино». Пес побежал сразу к мужчине. «Привет, счастливчик. Вот бы ты поделился со мной крупинкой счастья», — сказал мужчина. «Счастьем не можем, а вот вкусным пирогом легко», — сказала подошедшая Соня. «Это мне?» «Да, это в знак извинений, за вчера». «Спасибо. Я очень давно не ел домашних пирогов». И в глазах мужчины была грусть. «Вы не подумайте, я не вор, не убийца. Я просто оказался не в то время, не в том месте. Если бы вы были с плохими намерениями, то счастливчик не махал бы вам хвостом. У него свой нюх на людей». Они прошли вместе к ближайшей лавочке. «Меня зовут Максим. Я слишком доверчивый человек и поэтому оказался на улице». «А я Соня. Давно вы на улице?» «Несколько месяцев. Сейчас легче. Зима прошла со своими холодами». Они еще болтали обо всем и ни о чем одновременно. Максим оказался интересным собеседником, и тут Соне пришла идея. «Максим, а вам нужна работа?» Мужчина закивал головой. «У меня от родителей остался дом в деревне. Я не хочу его продавать, но и заниматься им не успеваю. Там есть огород и сад. Зарплату большую не могу предложить, но все, что вырастете, будет ваше. Жить можете в летней кухне, а в обязанности будет входить поддержание порядка на участке. Да если у меня будет крыша над головой и огород, так мне больше и не надо». «Надо. На одних овощах и фруктах не протянуть». Через пару часов они уже были в деревне. На странную парочку глядели все в автобусе. Бомж, девушка и огромный пес. Только из-за последнего никто не посмел ничего сказать в их сторону. Больно грозный вид и взгляд. Приехав на место, она все быстро показала Максиму. В летней кухне было все, что нужно для проживания. Она принесла еще немного посуды из дома, а также вещи отца. «Может, подойдет по размеру?» – тихо сказала она. «А помыться можно в бане. Вот немного денег. Дальше по улице есть магазин. Я приеду на следующих выходных, а сейчас пора бежать на автобус». Уже дома, сидя на кухне, Соня обратилась к своему другу. «Счастливчик, надеюсь, и в этот раз ты не ошибся в человеке, и на следующей неделе мы не увидим там ничего страшного. А так мы молодцы». Пес слегка гавкнул в знак согласия. Всю неделю Соня ждала выходных. У нее были неоднозначные чувства. С одной стороны, ей не придется продавать дом, и она помогла человеку. А с другой стороны, боялась. Все ее страхи развеялись в субботу, когда она подошла к калитке. Еще неделю назад она криво висела и скрипела, а сегодня она легко и без скрипа открылась. На участке был порядок. «Есть кто дома?» На ее крик вышел Максим. Она думала, что это мужчина лет 40, а сейчас она видела молодого мужчину, лет так около 30 или чуток за 30. Все выходные Соня пробыла в деревне. «Я привезла вам телефон. Он простой, кнопочный, но для связи самое то. Свой номер я внесла. Если что-то срочное, то звоните». Максим поблагодарил девушку. Он много раз благодарил ее за эти выходные. Она спасла ему жизнь. Всю весну, раз в неделю или две, девушка ездила в деревню, а в июне приехала и сказала, что задержится на месяц.
у нее отпуск. Были рады все. Максим привел к этому времени в порядок все, что можно, а еще отремонтировал веранду, чтобы можно было летом сидеть вечером там и пить чай. Вот в одной из таких чаепитий он и рассказал о себе. Он действительно был старше Сони всего на 4 года. После школы он пошел сразу работать, так как мама сильно болела и надо было покупать лекарства. О поступлении в колледж или институт речи и не было. Мама прожила еще несколько лет, но год назад умерла. Через полгода, как вступил в наследство, Максим решил обменять квартиру на более маленькую, а на оставшиеся деньги пойти учиться. Но из-за своей доверчивости и квартиру потерял, и денег не получил. Хорошо, что жив остался. Они провернули все так, что полиция только развела руками. Вот так он и оказался на улице. К концу отпуска Соня начала грустить. Ей очень не хотелось возвращаться в город. Здесь было так хорошо, свежий воздух, да и беседы с Максимом. Но здесь нет работы по ее специальности. Вернувшись в город, тоска одолевала все больше. Она ждала звонков от Максима. Рассказав коллеге о том, что хочет жить в деревне, не вдаваясь в подробности, она спросила совета. И тут оказалось, что решение проблемы лежит на поверхности. Писать статьи она может и из дома, работая удаленно. Зарплата немного меньше, но она может брать подработки. А для работы нужен только ноутбук. Во время отпуска она уже проверила, как работает интернет, и ей хватит скорости. Вечером позвонил Максим. Она рассказала ему, что теперь она со счастливчиком переезжает в деревню, а он рассказал, что устроился подсобным рабочим на ферму. Он будет успевать и за домом следить, и там работать. Ведь надо подготовить к зиме летнюю кухню, да и в доме котел ему не нравился. Осень была в разгаре. Счастливчик весело бегал по попавшим листьям, а Соня и Максим сидели в беседке. «Максим, я тут подумала, а переходи в дом. Там есть еще комната. Все-таки мы не успели утеплить летний домик, а котел в доме починили». Соня давно уже полюбила Максима, но боялась признаться первой. «А знаешь, Соня, я ведь правда счастливчик. И стал им, когда ты меня так назвала. Ну, не совсем меня». И он засмеялся. «Я тогда и подумать не мог, что моя жизнь так перевернется и в лучшую сторону. Сейчас я счастлив. Я живу в тепле, у меня есть работа, а еще любимая девушка рядом. Соня, я люблю тебя». Девушка улыбнулась. Он приобнял ее и поцеловал. И тут же рядом оказался пес, виляющий хвостом. Они погладили его по голове. А счастливчик-то все-таки не только счастлив сам, но и умеет делать других счастливыми, сказал Максим и улыбнулся. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.